Всем доброго времени суток. Сейчас мы запишем небольшой обзор. Самое главное, расскажу про новую игру от OnePlus. Многие игроки сюда ушли из Mystic Continent, из GOG, потому что однообразие надоело, ивентов мало. Здесь игра очень динамичная, постоянно много всяких миссий. Первоначально у вас будет небольшое обучение, будет такой кораблик маленький, и здесь как вот Fallout Shelter, то есть вы строите помещение внутри корабля. Также производственные помещения, как экономические, как у нас в Mystic Continent, так и военные. Здесь тренировать войска не нужно, нужно просто прокачивать здания, сами здания дают бонус. Вот вы качаете пушки, чтобы прокачать атаку корабля, качаете корабельную мастерскую, чтобы увеличить скорость строительства и количество строителей. В этой игре можно строить бесплатно 2 дома, а третьего рабочего покупать за $10. В этой игре я не буду донатить, потому что я скачал ее со стороннего сайта Display Market, и при попытке синхронизировать аккаунты, когда я скачал уже с Play Market эту игру и попробовал сменить аккаунт на почту OnePlus, например, на Google, мне пишут, что такого аккаунта не существует. Это очень странно, поддержка не может как-то решить этот вопрос. Они мне вот ответили, что типа мы якобы там решили вашу проблему, и вы можете попробовать. Вот, типа даже использовали переводчик на русский язык. Вот. Запись уже привязана, проблем с ней нет, но донатить я не смогу. То есть при попытке донатить, вот ничего здесь вот так вот происходит, видите? Этой игре не хватает этого сайта. Сайт у них есть, но у них нет раздела доната на сайте, как вот в Guns of Glory или Mystic Continent, когда вы могли алмазы покупать. Давайте вам расскажу сразу про корабль. То есть здесь у вас, допустим, доступны паруса. Вы можете, вот пушки. Получается у корабля 4 детали. Это пушки, вот. Далее идут, ну, как называется, носовая фигура, нос корабля, штурвал корабля и паруса. Значит, 4 детальки, вот это вот, одинаковых по своему классу. Класса здесь тоже 4. Дают вам, соответственно, бонус от 4 деталей. Вот, видите, 2 штуки дают, например, урона, ну, там, здесь свои виды урона. Вот, 4 штуки. То есть рекомендация какая? Вы собираете даже эпические вещи первоначально так, чтобы было комбо. Либо 2 на 2, либо 4 детали, либо 2. 2 одного класса, 2 другого класса. Тогда у вас будет максимальное преимущество в бою. Здесь также можно корабль, ну, по крайней мере, паруса можно красить, можно выбирать его рисунок. Чем эта игра лучше, ну, имеется в виду, чем она более интереснее и динамичнее, тем, что здесь ежедневно вы можете убивать. Во-первых, первоначально вы вот можете созвать кооперацию, убить надо огромного осьминога. Вы созываете либо в мировом чате, точнее в чате, ну, этого сервера, море здесь называется, либо в чате Альянса. Также 3 уровня сложности. За убийство дают награды, вот, значит, здесь также есть по времени даже рейтинг, кто за сколько убил. Здесь даются детали корабля за это. Это вот первоначально вы прошли, и потом ждете, когда откроются новые боссы. То есть можно было убить только вот первых вот этих вот логово чудовища 3-3-3. Вот, потом, когда по кампании разблокируются новые боссы, то есть нужно подождать. Вот это вот, наверное, через сутки уже как раз разблокируются новые боссы для кооперации. Далее сразу скажу, что в этой игре будет сбрасываться прогресс, то есть будут сезоны, уже первые сервера перешли на новый сезон. То есть ваши корабли останутся, ваши донатные герои останутся, которые вы купили, но уровни все сбросятся, то есть нужно будет с нуля начинать. Где это можно посмотреть? Это вот зайдя на карту, и вот сюда, вот видите, как бы здесь также вот мы находимся здесь, мы не можем пока как-то телепортироваться в центр, где будет КВК происходить, вот эта битва за порт 7 уровня, видите, между всеми сильными королевствами. Конечно, в нашем королевстве нету какого-то донатера, поэтому мы здесь не будем выигрывать, есть игроки гораздо сильнее. Вот, видите, будет в форме снежинки Северный океан. Как раз они, наверное, в декабре этот сезон запустят. Быстренько возвращаясь к донату, сразу скажу, что здесь, на мой взгляд, его больше, то есть в Mystic Continent он был такой постепенно выводили, а здесь они сразу все свои плюшки и пропуска запустили, и значит, целых 40 дней идет, очень много уровней, и потом уже, как только вы достигнете 50 уровня, будете просто сундук получать, то есть всякие пропуска здесь введены. Подписки, сейчас я вам покажу. Значит, вот сюда заходим. Вот, видите, у меня нет здесь какого-то доната, первого пополнения, доступен бонус легендарный герой $1. Если бы была возможность, конечно, это выгодно, то есть $1 тратить и все. Также здесь строительство стоит не $5, как в Mystic Continent, а $10. Строительство здесь сразу же начинается, на второй день игры уже трудности, то есть долго идет строительство очень. Так что не знаю, как я буду с 2 строителями здесь вывозить. Это прям то же самое, что в Mystic Continent. Вот, еще разница какая. Здесь можно купить сразу 2 подписки. Может, они это потом и на Mystic Continent тоже расширить. У нас же можно только за $20 купить. А здесь как бы одна подписка дает одно за $5 на 30 дней, вторая дает другое. То есть идут награды здесь от первой подписки, и он портит контрабанды, это вы за него обмениваете вещи в порту, и они дорого стоят. Вы везете их в другой порт и там продаете. Вот это вот выгоднее всего, потому что оно увеличивает лимит автоматических сделок. То есть вы на ночь ставите автоторговлю, я чуть позже покажу, и у вас получается больше прибыль за ночь. Скорость строительства увеличивает, скорость астрономии.
Вот. Ежедневные награды. Вот это вот, давайте рассмотрим отличия раковин. Они используются для призыва героев. Сейчас как раз идет ивент, как у нас в Мистик Континент, в стяге найма. Здесь вот ивент идет на трату этих ракушек. Сразу же огромное отличие. Они могут быть получены в большом количестве только донатным способом. За них 20 тысяч очков дается. А за обычный найм всего лишь 5 тысяч, то есть в 4 раза выгоднее. Такого в Мистик Континент сейчас нет, каких-то необычных донатных стягов найма. Возможно, они опять здесь все тестируют, потом каким-то образом будут добавлять и в нашу Мистик Континент. Давайте сейчас я вам покажу. Вот. Переходим к героям. Значит, вот обычный стандартный призыв. Это герои, которые всегда будут доступны в игре. Их на данный момент всего лишь 5. Вот у меня открыты бесплатно. 1, 2, 3. Этот вот, который дается заполнение, и один еще можно открыть отсюда. Опять же, в будущем при битвах там за порты эти все герои очень слабые, они никакого роли не будут иметь. Вот призыв, как у нас именно продвинутый. Обратите внимание, что здесь герой дается за 80 попыток. Это очень много, это получается 800 ракушек, чтобы получить только первого уровня героя. Вот, S1 здесь написано, сезон 1, то, что я вам говорил. Вот, то есть, вот, видите, 80 попыток, как минимум, как они говорят, одного героя. Разница еще в том, что вторым героем здесь выступает не легендарный какой-то, а эпический. Поэтому здесь получается еще сложнее. Хотя у нас также сейчас сделали в Mystic Continent, можно только одного какого-то героя призвать, легендарного. Но раньше было 2, было легендарный здесь. И было попыток, например, 40-80, а здесь сразу 80, только один герой. Короче, сложнее всего. Эти ракушки, вот, видите, только донат, либо подписка. Еще можно купить в магазине. Магазины сейчас я быстро расскажу. Вот они, все виды магазинов. Называется прилавки, вы можете через профиль перейти. Вот, видите, 400 алмазов донатных, это стоит одна ракушка. Прирост здесь, конечно, больше этих алмазов, чем в Mystic Continent. Сейчас, это я покупаю детали на прокачку эпического корабля и обычного корабля. И ускорение это можно покупать. Видите, раз в 2 часа вот такой рынок, можно обновлять его. Иногда здесь бывает, вот, например, очень выгодно, 80% скидка, тогда можно покупать. Я советую вот это вот. Значит, все, остальное обновление записать. Давайте рассмотрим вот что. Это у нас уголок картографа. Здесь вот у каждой своя валюта. Вы какие действия в игре делаете, открываете там новые порты, и вам дают одну валюту. Здесь я советую, во время ивента вот это покупать, но самое главное, это вот эта вещь, легендарная деталь уровня корабля. Вот, 18 еще уровень не скоро будет, поэтому изначально выбираете 12 здесь. И именно пушку легендарную, потому что она выпадает сложнее всего со всех боссов. Это дается за арену, сейчас я чуть позже покажу. Тоже здесь стоит копить именно 6000. Это за КВК, скорее всего, пока у нас еще нету КВК, но уже идет к ней подготовка. Это вот как раз валюта гильдии за ваш донат, за какие-то действия в гильдии. Тоже здесь нужно копить в первую очередь вот на эту. 10 тысяч. Эти жетоны тоже пока будет позже введены, нет такого события, где можно получить. Здесь вы выполняете задания разных гильдий и, соответственно, повышаете уровень отношений. Вот как только будет разблокирован с каждой из разных гильдий, видите здесь, 1, 2, 3, 4. Вот, доступны вам будут новые награды, которые вы сможете купить единоразово. То есть один раз купите и все. Дальше здесь есть события по ставкам, вот покупаете фишки, будет пиратская баталия, и там будете ставить, как сейчас во многих играх сделали, типа ставки, кто кого победит. Вот, и там с коэффициентами, то есть такая азартная тема. Здесь также вот, но это стоит очень дорого здесь. Тот же самый герой, 300 тысяч этих очков, я не знаю, сколько копить этих жетонов. Вот, и обычный торговец ежедневный, то есть цена вот одного призыва очень дорогая, 500 алмазов. Ну, без доната, я имею в виду, это очень долго копится. Вот, давайте теперь рассмотрим героев. Значит, они уже здесь сразу появятся. Здесь они не добавлены, так как у нас у меня королевство 30. В первых 15, где-то первых 20 уже есть герой S2. Их можно будет посмотреть в Discord. Их добавили. Вот, то есть каждый из этих героев был, на них такой ограниченный призыв. Очень сложно получить их. Я говорю, нужно здесь вкладывать, как вот Guns of Glory, там несколько тысяч долларов, чтобы все открыть. Такие здесь уже китайцы, некоторые перешли из Guns of Glory. Какой-то массированной рекламы этой игры не было, поэтому про нее мало кто знает. Она сейчас в бета-тесте, и вообще ее запустили чуть больше 2 недель назад. Вот это вот развитие я вам показываю за 3 дня. У меня без доната 3 миллиона 700 тысяч мощи. Вот этот человек только донатит, вот какой-то русский, видите, там, король, короче, кайф какой-то. 7 миллионов у него мощи. А так вот я в своем королевстве без доната в топ-10 вхожу. Вот 8-9 у меня. Так что реально здесь играть без доната, но на КВК вы должны выбирать какой-то альянс, или потом будет телепорт в другие моря с тем игроком, который сюда много вкладывает. Тот же самый принцип, как в наших играх Guns of Glory и так далее. О чем еще хотел бы сказать, значит, кроме вот этих всех заданий, вы также исследуете море, то есть у вас есть здесь артефакты, вот как у нас в Mystic Continent, вот они все, 1, 2, 3, 4. Этот вот дает ускорение Горн, внизу компас как раз таки открывает новые территории или находит потерянные сокровища. Сокровища вот пока в других морях, здесь я в этом море все открыл, то есть вы просто нажимаете на него, вам здесь показываются координаты крестиком, и вот вы на карте выбираете, плывете, используете компас, находите его, продаете в ближайшем порту. Что еще? Вот прокачка кораблей, это как наш уровень трона. Вот, значит, 2,5 миллиона уже, это очень долго копится.
В игре пока нету новых кораблей, но, скорее всего, они будут потом добавлять тоже, когда будет активная реклама. Сейчас только один легендарный корабль, который можно купить за $100. Вот. Эпический также можно купить за $10. И один вы получите из компании. Путь короля пиратов. Вот. Нет, его дадут... Вот это вот как раз таки КВК. Видите, наш здесь альянс занимает первое место. 16 союзов будет сражаться за победу в пиратской баталии. Ну, это, скорее всего, КВК именно внутри королевства, не между другими. А потом уже будет между другими, как они сейчас так делают. Вот, такое же задание идет 7-дневное, правда. С выполнением всех заданий вы собираете звездочки, всякие открываете призы. И вот здесь как раз-таки тут этот корабль эпический, про который я вам говорил. Также здесь раз в 3 часа появляются призраки, вы можете ставить будильник и бить. Просто я был занят, я не мог здесь каждый раз участвовать, но я собрал все вот эти вот награды по общему урону, и как бы они очень хорошие. Далее здесь еще идет такое вот вокруг света за 80 абордажей, то есть вы здесь, когда все сделали, можете вот посещать новые порты, получать очки, отмечать это сокровище, про которое я говорил. Сейчас про рыбы расскажу, про найм новых героев, тоже 10 очков за нового героя, и всякие туманы разблокируете. Вот это явление здесь называется, то есть они на карте так отображаются, вы исследуете карту, и они обновляются раз в сутки, вот так вот вы все, вот я просто уже все разблокировал, здесь видите, можно выбрать явление, фильтр внизу. Вот такая наша карта, я все исследовал, то есть мы окружены землей сейчас, и есть вот эти вот форты, которые откроются там через неделю, вот они. Тогда мы уже сможем уйти дальше, в другие моря. Ну, пока мы здесь заблокированы. Я советую вкладывать все, что вы фармите, именно в VIP, хотя пока какого-то прям бонуса существенного он не дает. Дает только вот, вот эти донатные наборы здесь. Хотя, ну, конечно, он здесь повыгоднее чуть-чуть, чем так. Что еще? То есть ежедневные награды здесь сейчас плохие за VIP. Видите? Очень плохие. Какие-то ресурсы там ненужные, совсем чуть-чуть. Дает вот еще обмен. Лавка обмена здесь стоит не 500, а 350. Вот, что вы покупали именно здесь, эти вот ракушки. А не на том рынке. Смысл вот VIP 11, это ракушка золотая, видите, появится здесь за донатную валюту. И вот будет, то есть здесь получается разница в скидке и в количестве, которое они предлагают. И здесь, видите, випов уже больше. То есть у нас в Guns of Glory VIP 12, и они что-то не догадались его увеличить. И в Mystic Content VIP 12, а здесь сразу же VIP 16. Вот, видите? Сейчас все внимание разработчиков именно на эту игру. Что еще? То есть здесь, получается, угрозы это как грузовые суда, они сразу же находятся, причем ближайший к вам, то есть вам не нужно бегать по всей карте. Торговые судна, здесь уже как вам повезет. Награды даются различные. За уничтожение грузовых судов вам дают материал на прокачку героев. Ой, господи, не надо вот атаковать. Они слишком сильные, 20-е, их только сегодня добавили. Я просто хотел показать вам. Вот, это опыт, материал корабля, вот они, вот это вот, видите, опыт героя. А за уничтожение торговых судов даются различные, вот здесь тоже опыт героя, но побольше ресурсов всяких. И также детали корабля. Что еще хотелось вам рассказать? Вы ставите всех героев, которые вы получаете, вот сюда на корабль. Выбираете, конечно, с самым высоким звездным уровнем и уровнем опыта. Далее, когда выбираете, вам еще игра советует вот такой большой палец вверх. Это значит, что именно герой все характеристики еще на 20% увеличивает. Это отображается на вашей статистике, поэтому, пожалуйста, вот прислушивайтесь и ставьте здесь вот то, что советует система. Герои с самым высоким уровнем и звездным уровнем. Что еще? Значит, здесь, это я вам сказал. Так, по поводу кораблей, получается, у нас пока доступно 3 корабля. С увеличением роста будет 4-й еще корабль, как я помню, это максимальный сейчас уровень. В игре 22. Это очень долго качать. Вот этот твой флагман качается до 22, и тогда сможете еще один корабль выбрать. На прокачку также нужно золото и вот именно здания. Здания вот здесь, которые нужно долго ждать. Также здесь есть ускорение, видите, вы в процессе активности, выполнения ежедневных заданий их фармите, получаете, накапливаете эти ускорения. И также их советую использовать именно вот здесь вот. Ну, когда вот идет событие, ну, которое сейчас проходит, сейчас я найду его. Это вот задание, которое просто на вход дается. В самом конце, видите, 10 штук дадут ракушек, и вы их соответственно, копите до следующего задания уже. Так, здесь что-то нет его. Вот еще хотел установиться, я сейчас уже почти дошел, вот видите, еще 3 дня я уже достиг этой силы 3800. Дадут 4 ракушки как раз таки и карту с сокровищами. Вот оно, вот покоритель морей, то есть первый день там было очки за торговлю, вы можете ставить автоторговлю и выбирать порт, там из одного порта в другой. Вот, это на ускорение строительства, это на ускорение астрономии, астрономию я сейчас покажу, это аналог нашей лаборатории. Вот она здесь находится. Астрономия, вот видите, такие созвездия, как в Rise of Kingdoms там придумали, такое все похоже. Вот, нажимаем, за золото исследуется. И это можно ускорять, созвездия открываются с новым уровнем этого здания. Качается уже все больше суток долго. Еще отдельно хотелось бы остановиться на прикольной штуке, это вот здесь такая кухня, где вы можете готовить, исследовать рецепты
за которые вам дадут за открытие 20, за открытие каждого дают 20 алмазиков. Добавлены еще новые блюда, которые мы пока не можем приготовить. То есть, как вы можете открывать эти блюда, это вот просто вот нажимаете на каждую позицию. Видите, одна штука это одно блюдо, одного класса. И вы так потихонечку все перебираете. Я просто уже все открыл. Опа, что такое неизвестное блюдо, странно. Может быть, сейчас мы с вами по красоте откроем что-то новое. Вот так происходит. Нет, это просто новый рецепт открыт. Это разные способы приготовления. Еще отдельно хотел сказать, вы знаете же испытания в Stormshot. Вот здесь такой же есть прогресс по уровням, вы также выполняете, но здесь зависит от силы ваших героев. Также ваш интерес здесь в том, чтобы получить все 30 звезд. Тогда вы получите максимальную награду, 3 ракушки и карту с сокровищами. Поэтому здесь нужно будет перепроходить потом эти уровни. Вначале вы открываете, чтобы получить награду здесь, и по сюжету просто проходите. Вот я сейчас вам покажу. Еще почему должны герои быть вашими сильными, чтобы пройти за 4 раунда. Тогда вы получите 3 звезды. То есть решающим является прохождение за 4 раунда. Как это выглядит? Вот ваши герои здесь все ставятся. Раз, два, три, 4, 5 героев можно поставить. Здесь то же самое на арене. Арена героев, то есть бьются герои. У меня без доната сейчас, я сейчас топ-5 арена. То есть на первом месте это человек с ником Кайф, который вложил сюда очень много. Я не могу еще финансово тоже нецелесообразно, так как Mystic Continent сейчас очень сильно увеличится донат из-за всех подписок, и вкладывать еще и в эту игру, как бы мне не хотелось, я не могу. Потому что даже на Mystic Continent выходят бездонатные игры, просто на покупку подписок всяких, вот ивентов, пропусков. Это все обходится порядком 40 тысяч рублей в месяц. Поэтому даже хорошо и интересно будет и вам, что здесь развитие идет без доната. Я буду говорить, что нужно делать. Если вам понравится это видео и оно вам интересно, то будет отдельный у нас раздел с разбором этой игры, с нововведением, разбором всех нововведений. Именно игры без доната. Мне еще повезло, я попал в альянс русский. Здесь все топы люди также не донатят. И они все русскоговорящие, в основном все из России. Вот так вот выглядит. То есть, смотрите, сейчас мы попробуем атаковать босса. Ну, здесь, наверное, не получится. Он слишком сильный сейчас. Давайте тогда какую-нибудь одну звезду нужно получить. Например, вот этот уровень. Так, я героев чуть прокачал. Дальше вот этот вот материал, он здесь фармится. Вы его собираете и просто на пассиве. Поэтому ваша задача пройти как можно больше уровней. Вот мы открываем список героев, вот так он выглядит, вначале легендарный, я уже практически всех прокачал. По миссии нужно было, чтобы там 10 героев было 30 уровня, вот эти вот мы не качаем, синие. Сейчас давайте мы качаем вот этого. Он дает нам щит. Вот, все отлично. И также здесь материал, первоначально его очень много. Вот, щит его увеличивается. И с открытием нового звездного уровня, так же как в Mystic Continent, третий навык это пассивный. Вот он открывается у каждого из героев. Третий навык здесь с увеличением их ранга до 3 звезд. Так вот, возвращаясь к вызову, мой совет это максимально проходить все уровни, даже с 1 звезды, чтобы вам больше капало материала героя. Этого героя, который я сейчас вам показал, не нужно ставить сюда, потому что он не дамажит, он просто ставит щит, и выносливость вашей команды повышает. Его нужно ставить на арену. На арену я тоже зайду, поменяю состав, потому что там у меня стоит старый состав. То есть вы также сохраняете состав на оборону, на атаку. Наверное, здесь также будет сезон, и награда за сезон также. Посмотрим сейчас. Видите, то есть опять мы очень близко идем, но сейчас, наверное, получится у меня пройти. Да, вот, все, за 4 раунда получилось. Потому что мы чуть-чуть подняли уровень героев. Вот, и теперь мы сможем открыть здесь, получили 2 ракушки. Вот, я не знал, что будет событие на использование этих ракушек, так бы я их не тратил вообще изначально, но поэтому я сейчас не буду здесь в топе. Ну вот, из вызова они хорошо фармятся. Давайте теперь на арену сразу же. Называется «Битва разбойников». Вот этот человек, видите, который положил сюда очень много. Вот эта рамочка сразу показывает, что люди много донатят. Тут это синяя, она за донат дается, за донат. И 476, вот, в принципе, мы сейчас можем выбрать. Этот герой не очень сильный, вот. Так, ну вообще у него не сильнее. У него есть еще один легендарный. Да, у него хороший состав. Хотел бы вам показать именно победу. Сейчас. У всех у них легендарные герои. Вот это мы можем победить. И здесь выбираем вот так. Вот, его нужно ставить вперед, как бы он танк. То есть, как вообще, чтобы система правильно выставляла, вы выбираете типа такого танка, герой, который лечит, потом ставите вот так вот, это поддержка, это ассасин, тоже поддержка, и тоже поддержка. Все, выходит помочь близко к ней. Давайте посмотрим, как это будет работать, сейчас вам покажу. Так.
И здесь уже не важно, за сколько раундов вы победите, хоть за 20, за 30. Главное, победите его. Вот он ставит такой щит. Впервые я сейчас его использую. Вместе с вами впервые смотрю, как он вообще в атаке. Но уже видно, как мы сейчас лидируем. Хотя помочь, обратите внимание, она соперник гораздо сильнее. Так, сейчас... Так, что-то произошло. Где мои все герои? Видно, он хорошо очень атакует. Да, какие-то очень мощные у них атаки. Это потому что, видно, у него на одного героя больше. Это легендарно, у него русалка за донат. Но все равно мы сейчас, видите, плотно идем. Он поставил щит. Почему-то не всем. Но этот щит спас от атаки ассасина. Вот. Так, все. И уже все, мы побеждаем, отлично. Но бой был очень плотный. Вот это валюта арены, о которой он говорил. Вот, на каждой лиге своя награда. Кровожадный череп — это последняя лига. Вот здесь показано, сколько нужно набрать. Вот, по HC в 2 ночи, когда будет в конце события, каждую неделю будет получаться награда. То есть будет сбрасываться через неделю. У меня уже 1582. Можно обновлять вот здесь вот. Какая стратегия? Вот, значит, установить защиту. Сразу же меняем на нормальную защиту. Так. Вот так вот, видите, выставляете отряд. Почему-то они здесь ставятся не так, как я хотел. Тогда нужно ставить его как делать. Сильный герой в конце. Что так, раз, два, три. Не, все равно. Ну, надеюсь, во время боя они будут правильно стоять. Все, 5 героев установлены. Сохранено. Так, давайте посмотрим, что еще. Кого еще могу атаковать. Вот. Вперед. Можно пропустить, если не буду. Я вам один раз показал, как это работает. Здесь хорошо, не обязательно все время смотреть. Так, награда... Так, сейчас. Вот это опасно, 39 уровень, пока не буду трогать. Я не хочу просто... Вот, видите же, топы что делают, смотрите. 556 уже сила. Сразу видно, что это по донату. Зора, человек тоже донатит, у него рамка донатная. Ну, пробуем вот это. Так как у нас сейчас... Угу. Так. Опасно, у него много легендарных героев. 39 уровень против 37-го. Сейчас, давайте еще посмотрим. Так, Зора я уже нажимал. Ну вот у Кайфа, можно смотреть, 693, у него реально здесь вот донатные все. Вот это вот вообще герой 39 уровня, S1 сложный, поэтому никто его пробить не может. И у него вот сейчас максимальный здесь ранг. Здорово, у нас такого нет в Mystic Continent. Я хотел бы тоже, чтобы добавили такую арену героев. Так. Сейчас. Так, еще у меня одна попытка на сегодня. Алиста должен быть слабый, да. Я его случайно побил. Все. Как здесь устроено... сейчас еще. Как здесь устроено P2P, просто корабли плавают, и вы в море их атакуете. И здесь как повезет, то здесь нет такой разведки какой-то. Разведать, чтобы узнать, что находится на корабле, вы не сможете. Так. И... подождите, я сейчас победил. Просто маленький... Поражение? Странно. Он же был слабее меня. Интересно. Ну ладно, сейчас мы еще раз Ариста попробуем. То есть здесь много в этой игре элементов, которые нет в Mystic Continent. Хотелось бы... Вот, все. Хотелось бы тоже что-то новое, потому что у нас много игроков уже бросает игру, одно и то же, даже нет вот КВК и все, по сути, приливные земли, и все. А здесь вот видите, как много, и арены, и можно хоть целый день в игре сидеть. Давайте теперь остановимся, значит, вот у нас есть 7 карт, про которые он говорил. На Союзе чуть-чуть. Также вот взносы, но восстанавливаются дольше, 24 минуты нужно подождать, пока восстановится на попытка. Награды за взносы не дают. Пока, не знаю, как будет потом, не дают сейчас. У Союза также есть исследования, вот, знания. Здесь вы бесплатно вот просто 20 раз, то есть это проверка на активность. Здесь такие ресурсы не требуются, ежедневно, раз в сутки, 20 раз нажимаете, вот мы сейчас качаем максимальное количество членов. И похоже, здесь будет больше 100 наконец-то, то есть видите, сейчас 98 у нас, уже прибавка будет плюс 6. Добавили сегодня вот события как раз таки типа боссы гильдии, пока такая легкость, потом видно будет повышаться. Награды неплохие, вот я получил пушку легендарную сегодня. Значит, давайте, какие еще артефакты есть? Вот этот вот Горнус ускоряет ваш поход. Сейчас я вам покажу. Вот эти часы, которые 4 минуты, они ускоряют скорость строительства, мы с вами увидим это. Так же, как у нас корона ускоряет Mystic Continent. А вот эти телепорты, они очень долго устанавливаются, позволяют вам телепортироваться в порт или союзнику. Вот они синим отображаются на карте, нажимаете на корабль союзника, и вот у вас 0 телепортов, но потом будет это количество. Я советую эти телепорты копить, только в крайних случаях использовать, например, при набеге призраков. Вот здесь вот. Вы так сможете нанести больше урона.
Вот, так что вот, значит, дальше стойка здесь есть, она, ее не 500, а 1500. Копится она здесь долго, целый день, увеличили в 3 раза, чем в Гока Мисти Континент. Тоже интересно. Нету каких-то склянок, из которых можно ее достать. Что я еще не рассказал, это вот поручение. Давайте посмотрим, сразу вам один раз покажу. Выполняете задание. Вот, плывем. И сейчас сразу же показываю, как работает вот этот вот горн. Так, вы 3 минуты, вы на него нажимаете, и он ускоряет скорость вашего похода. Вместо 3 минут вы сейчас за 20 секунд доплывете. Он обновляется раз в 20 минут. Вот сейчас покажу. Ну, как бы у него тоже есть лимит, да. Он только минуту работает, поэтому если вы с какой-то одной части карты в другую, вы не сможете сразу по нему проплыть. Он имеет свой срок действия. Вот сейчас приплыли в порт, он считается самым крутым, то есть если вы уходите спать, то автоторговлю вы должны назначать отсюда. Торговая площадь, вот автоторговля. Вы выбираете порт, желательно тот, который захватил ваш альянс. При захват порта просто вы все объединяете, выбираете время и атакуете все вместе там стражи, которые внутри находятся этого порта. Нажимаете назначить цель и вот уходите там куда-нибудь. Вот это 4 часа. Это выгоднее всего торговать с портами, которые захватил ваш альянс. Если вы уходите спать, то я вот выбираю, например, как у вас будет зависеть от вашей карты, вот эти вот порты. Вот, 336 тысяч 6 часов. 304 тысячи 5 часов. 317 тысяч 6. Ну, самое выгодное это вот этот выходит. Вот, мы сюда приплыли, чтобы выполнить поручение. Вот эти вещи, они очень долго восстанавливаются. Видите, 8 часов одна штука. Вот сейчас я беру задание. Мы должны, они, как правило, стандартные. Нужно либо кого-то уничтожить, либо купить и доставить. Медная руда, редкая одна штука. Заходим в торговую площадь. Медная руда редкая. Вот здесь выбираем сколько? 10 штук. Вот. И просто такая доставка. И все стандартные задания. Ну, сейчас повезло, что я в соседний порт, поэтому я быстро вам покажу. Вот так вот PvP, видите, происходит. Просто вот стоят корабли, и вы даже не можете разведать ничего. Вам только это известно. Вот мощь его и все. Кстати, сейчас давайте посмотрим, вдруг что-то будет. Можем ли мы одновременно? Вообще-то можно. Просто награда получается, кто успеет. Кто успел, тот и сел. Вот сейчас, я надеюсь, я успею до его уничтожения. Это вот наш альянс, МММ. Мы можем многое. Вот. Союз. Сейчас вам покажу. Вот наш альянс, видите, на первом месте. Причем здесь никто не донатит, просто активные ребята. Вот я приплыл на помощь, посмотрим сейчас. Не, ничего не дали. Возможно, потому что дают тому, кто первый начал атаку. Вот он начал первым, и ему что-то могли дать. Значит, вот наше задание. Мы его выполняем, получаем вот валюту для улучшения отношений с гильдией. И дают также немножко золота и ресурсов. Вот сейчас, короче, попробуем еще раз. Мне кажется, не дадут мне награду, то есть дают только тому, кто начинает атаку. Да, ну ладно. Что еще не хотелось вам показать по поводу задания, это я потом выполню. То, что добавили вот сегодня, как раз таки на готовку еды. Вы готовите вот в этой кухне, то, что я вам показывал, и получается это золото. И потом общая награда за прохождение. Нажимаем так, нажимаем камбус. И вот здесь вот быстрая готовка. Чтобы не мучиться, вам игра сразу же говорит, что вообще нужно приготовить. Нажать на быструю готовку вот сюда. И вот здесь появляется необходимое количество. Вот так вот мы выбираем. Ингредиенты нужно добывать либо с зданий, которые находятся внутри корабля, либо нападая на другие корабли. Вот этот артефакт, про который он говорил, то есть вот он ускоряет на 2 часа, и, соответственно, даются ресурсы, которые ваш корабль за это время произвел. Вот так это выглядит. И вот этого можете еду, которую вы здесь произвели, вы можете ее продавать вот тут. Вначале выбираются именно легендарные все приготовленные вами вещи. Также вы эту еду можете кушать, чтобы поддерживать вот уровень своей стойки, ну, уровень своей энергии. Вот это вот. Припасы, как бы, когда вы выплываете из порта, то у вас начинают они потихонечку уменьшаться. Команда кушает эти припасы, и вам нужно на складе всегда иметь, чтобы корабль быстро двигался, вот этот вот боевой дух, чтобы был 100%, вам нужно иметь эти запасы еды. Ну, здорово, что здесь вот даже иностранцы сильные все говорят по-русски, то есть есть переводчик. Нам повезло в этом плане. Так, и еще то, что здесь хотелось сказать, это задание на рыбалку. Вот.
вы, например, куда-то плывете, нечем заняться, вы можете вот половить рыбу. У меня еще 28 из 30 рыб выловлено. Нужно для очков, конечно, еще поймать 2 рыбы. Новые, именно открыть новые. Когда у вас будет новая рыба, здесь все просто. Как только начинает клевать, вы нажимаете на эту рыбку. Конечно, с разной периодичностью, но, как правило, секунд 10. Вот так выглядит новая рыба. Красный краб. А это значит, что я смогу еще одно блюдо приготовить новое, открыть новый рецепт потом и еще заработать эти алмазики донатные. Давайте еще одну рыбу, потом остальное попробую половить в следующий раз. И вот вы, допустим, открыли, вам сразу здесь появляется вот у вас 5 очков за поимку новой одной рыбы. И вот здесь вот мы выполнили задание. Пирушка. Раз, 2. Все, остается только 10 штук. На те задания тоже есть еще время. Нужно... Да, пока ничего не могу сделать. Нужно просто активно словить рыбу, и тогда вы их все выполните. Дальше, что еще? Про корабли я сказал. То есть здесь вот вы флагман вначале качаете, а потом уже второстепенные под его уровень. Второстепенные корабли синие качают за эти доски, которые сверху видите 10 штук. Их вы можете получить, нападая на обычные корабли грузовые маленького уровня. Потом получается 5 доски, их у меня сейчас 15, эпические, и 52 это легендарные доски, просто накопилось на прокачку легендарного корабля. Скорее всего, легендарный корабль будет потом введен как-то в сюжет, как награда бесплатная за что-то там, за какой-то ивент. Пока что он только за донат. Вот, ребят, и, например, как еще выглядят здесь вот эти корабли, указанные красным. Наше задание нужно уничтожить. За это стойкость не будет тратиться. Слабенького я уничтожу, чтобы получить награду. Это колокольчик для выполнения вот этих эксклюзивных заданий, которые мы с вами видели. Вы здесь можете получить в зависимости от уровня. Вот сегодня добавили 18 уровень. Там уже вероятность выше получения легендарных деталей. Здесь именно эпические, только ограничены эпической и одной деталью. А там будет 2 награды, 2 фрагмента корабля. В зависимости от вашей удачи, либо редкий, либо эпический, либо легендарный. В общем и целом я рассказал все об этой игре. То есть вы так же, как в Mystic Continent, копите ускорение, используете только во время таких событий. Здесь нужно больше времени проводить онлайн. И эта игра потребляет больше времени, мне сейчас вообще не хватает на моей ферме в Mystic Continent из-за этой игры. Вот так вот выглядит склад. Ресурсы вот также запечатанные. Ускорение отдельно, усиление. Это прокачка навыков легендарных героев, прокачка навыков эпических и редких. Вот материал для прокачки, то, что я говорил, второстепенных судов. Вот. Это материал на прокачку деталей корабля. Вот этих вот. Вы можете детали также ненужные перерабатывать в материал на прокачку. Вот еда отдельно все. И раздел другой. Например, там может быть материал, который вот вашу дурную славу уменьшает. Потому что здесь, если вы будете много бить этих кораблей, гильдий, то вас могут в розыск объявить. За ваше уничтожение будет даваться награда. Ну там, я видел, 84 золота дается. Все, ребят, всем огромное спасибо за просмотр. Увидимся с вами. Напишите в комментариях, интересно ли вам видео по этой игре. Здесь еще много всего, видите, у нас сколько здесь портов разных, карта огромная, на самом деле. Мы только вот здесь находимся. Буду ждать обратной связи. Всем хорошего времени суток. Всем огромное спасибо за просмотр. Ставьте лайки. Делитесь обязательно. Если что, я нахожусь в море 30. Кто захочет играть, выбирайте море 30. Вы быстренько нагоните без доната. Активных игроков мы не удаляем, только тех, кто давно офлайн заходил. Вы можете вместе со мной играть здесь вот в море 30. Либо же начните играть в другом море, а потом можете телепортироваться в мое. Такое здесь будет точно сделано. Я уже это видел, материал на отправку, на переселение. Вот видите, перемещение моряков. Вот. Камень, который позволит потом перемещаться. Видите, любое море на выбор. То есть здесь 31, 32, 33, 34. И сейчас отдельно про события альянсовые. Такой вот босс первый, это корабль призрачный. Событие было добавлено только сегодня. Вы собираетесь там в 7 кораблей и бьете его. Он сложнее, называется капитан. А вот корабль первого уровня, легкого. Здесь нужно всего лишь 4 участника, также из альянса. Вот, награды здесь похуже, но быстрее убивается, как можете видеть. А вот так вот выглядит событие, которое раз в 3 часа, такой как бы набег призраков, и здесь зависит от вашего личного урона. Пока мне повезло, никто не бьет этот корабль, я здесь один, и получается, что я нанесу ему больше всего урона. Но также здесь видно, что у меня жизнь немножечко уменьшается от его атак, но награды даются за совокупный урон. Есть у нас на убийство 28 минут. Скорее всего, сейчас кто-то еще приплывет мне помочь здесь. В крайнем случае, я отправлю его координаты.
как только мое здоровье будет уменьшаться. Вот это событие называется, вот, как я вам говорил, месть мертвецов. Лидеры по урону, это вот мой предыдущий урон, то есть здесь вот видно совокупный рейтинг, так что я уже здесь не попаду куда-то в топ, к сожалению. Но здесь есть награда вот за топ-100, разница небольшая. Самое классное это топ-3 попасть, там будет одна ракушка. А так, постараюсь сейчас в топ-50, чтобы мне дали, соответственно, 50 или в топ-20 даже. Посмотрим. Видите, уже сюда люди подплыли. Но все равно я их опережаю на 5000 урона. 5800 даже. Но мне нужно будет сейчас пополнить здоровье, отплыть от корабля, восполнить. Так, отплываем, как мы это делаем на всех боссах. Потому что нам для этого урона нужно все 3 корабля нужны. Отплыли. И вот так быстренько пополняем. И опять к этому кораблю. Причем жизнь корабля выросла, то есть уровень сложности вырос. Раньше мы их очень быстро убивали. Так, вот мы добиваем сейчас этот призрачный корабль. У меня 10 000 урона. Забираем награду. Причем неплохие награды даются. И смотрим, есть ли еще какой-то корабль поблизости. Вот, есть. У кораблей свой уровень. К сожалению, артефакты я использовать не могу, но у меня есть еще один телепорт. Так, к этому кораблю-призраку мы не успеваем, его уже уничтожили. И остается корабль, который уже не в нашем море находится. Ну, вот сейчас за убийство короля-призрака мне дали даже... Так, значит, за топ-1 дается 5 часов ускорения, за топ-2 дается 3 часа ускорений. И даже за решающий удар мой тоже получил награду. Вот такое вот событие здесь в топ... Я поднялся как раз в топ-50, как хотел, хорошо. Все, остальные все корабли уже находятся в другом месте. Все, ребят, всем огромное спасибо за просмотр. Я рассказал обо всем, о чем хотел. Возможно, только еще вот это не сказал, что вот то, что вы производите легендарные блюда, вы можете продавать матросам и, соответственно, также золото здесь фармить. Выбираете вот так выбрать все, и вначале вам дается все легендарное здесь, то есть то, что готовится сложнее всего и дороже всего стоит, а потом уже выбираете классы поменьше. Вот пока снимал и монтировал видео, я стал даже топ-30 по всем морям и топ-6, ну почти топ-5 нашего моря, королевства. То есть и разница небольшая между топами. То есть здесь все люди, если донатят, то очень умеренно донатят. Они сейчас выходят только за счет мощи своих героев. Это хорошо, отрыва нет, и каких-то там боссов, там, как у нас там типа Титан в нашей игре, Мистик Континент, здесь такого не будет, какого-то отрыва, и реально без доната занимать топовые позиции. Мне прям очень интересно, как я смогу здесь развиваться в этой игре без доната, посмотрим. Вообще очень классно, что игра дает такие вот возможности для развития. Все, ребят, всем пока, увидимся.